Ну, что, вчера я слышал, уже позавчера я слышал такие, знаете, громкие взрывы, разрывы, в общем-то. Сейчас зарево так чуть-чуть уже поутихло, потому что его залили обещаниями, будто бы референдум ничего не решит. Сейчас я слышу, как по эфирам ходят абсолютно невменяемые якобы политики. Ну, политиками они могли бы быть только на территории современной Украины. И рассказывают о том, что это коммунисты с фашистами замутили вот этот вот референдум, поэтому вот так вот все и получилось. И всерьез это рассказывают, я лично своими ушами это слышал. Вот. И пока украинские якобы журналисты продолжают обсасывать высказывания каких-то абсолютных невменяшек, высказывания которых вообще не то, что не ценятся, их просто никто даже не услышит, если крикнуть в ухо какому-нибудь европейцу. Мы поинтересовались на улицах у самих голландцев их мнением по прошедшему референдуму. Я думаю, получилось достаточно интересно и необычно. Ja, dan krijgt hij weer terug. En dan krijgt hij een stembiljet en dan één van de twee door. Alsjeblieft. Het grote verschil tussen de kleine elite en de bevolking. En ik ben heel erg blij dat wij aan de goede kant. Меня зовут Ренский Лайтер, я член Социалистической партии Нидерландов. Скажите, пожалуйста, какие есть результаты экзит-полов? Экзит-пол показывает, что люди голосовали против соглашения об ассоциации. Это немного захватывающе, потому что нам нужна явка на уровне 30% для того, чтобы референдум оказался легальным и состоявшимся. We need to have 30% of the people who vote to make it a legal referendum. Голосовало 29%, нам нужны 30%. Значит, все зависит от 1%. Это очень волнительно. У нас очень ясная картинка. 2/3 нидерландцев голосовало «нет». Мы не хотим этой ассоциации. 64% says no, we don't want this association. Должны ли Нидерланды провести еще один референдум, если Украина захочет стать членом ЕС? Думаю, в этом случае не может быть и речи о вступлении Украины в ЕС. В этом соглашении речь идет о европейских законах. Думаю, Украине лучше развивать страну самостоятельно. Мы можем помочь, мы бы с удовольствием помогли Украине, но не этим соглашением, которое говорит, что Украина должна принять 80% законодательства Евросоюза. It's better for Ukraine to develop its country by itself. We can help them. Я считаю, что украинская экономика не готова к такому. Европейская экономика намного более развита, чем экономика Украины. Если принять европейские правила в Украине, думаю, их экономика начнет падать. Это закончится крахом. Economy is not ready to do that. The European economy is a lot more developed right now than the Ukraine economy. And when you adopt older European rules, Этот договор не делает ничего по поводу коррумпированных лидеров, не делает ничего с финансовыми схемами, которыми пользуются украинские лидеры, чтобы не платить налоги в Украине. Я называю это кражей, причем намеренной против собственных граждан, потому что если не платить налоги, тогда это значит, что не будет достаточно денег на строительство дорог, систему образования, здравоохранения. From its own citizens, because not paying taxes mean there is no money or not enough money for development of building roads. Я считаю, что хорошо инвестировать в Украину, но не путем передачи денег Украине, а путем передачи людей, которые могут ей помочь. Например, мы можем дать много экспертиз, можем отправить туда наших лучших судей или людей, которые разбираются в борьбе с коррупцией. Но если скажем, что вот это ваши деньги и решайте проблему самостоятельно, если дать деньги этим коррумпированным лидерам, думаю, они не пойдут туда, куда бы мы хотели, чтобы они пошли. Значит, мы хотим дать украинцам знания и экспертизы, чтобы они могли все сделать самостоятельно. Say, here's money, tackle the problem yourself. You give it to corrupt leaders. I don't think the money will end up
А это соглашение, в котором мы вели переговоры с коррумпированными лидерами, и которое будет подписано коррумпированными лидерами, не положит конец их коррумпированному лидерству. The knowledge, the expertise to do it themselves. And this is a treaty which is Например, Венгрия и Болгария вошли в ЕС, стали членами ЕС. Это были очень коррумпированные страны. Их ситуация после вступления в ЕС не улучшилась. Бороться с коррупцией – это намного сложнее, чем подписать договор. Надо делать намного больше. Entered the European Union as member states. They were very corrupt countries. They didn't got any better even as a member state of the European Union. To tackle corruption is far more complicated than signing an agreement or a treaty. You have to do a lot more. Думаете ли вы, что Евросоюз – это хорошее место для Украины? На этот момент, думаю, нет. У Украины свои проблемы из-за того, что Евросоюз сказал: давайте, идите с нами. А с другой стороны, Россия говорит Украине, что она должна быть в российской сфере влияния. Позиция нейтралитета, самый лучший выход для Украины. Russia saying you need to be in our involvement. A real neutral, neutraal, wat is dat ook weer? Neutral. A position that is really neutral gives the Ukraine the best position. У нас новая информация, правда? Новая информация такая, что второй экзит-пол показал, что 32% нидерландцев приняло участие в референдуме, и поэтому референдум считается состоявшимся. Можно сказать, что мы победили в этой кампании. So the referendum is thereby legal. We won the campaign. We can say that. Почему Нидерланды голосовали против ассоциации? Это был голос против ЕС. Это не совсем голос против соглашения об ассоциации с Украиной. Хотят ли Нидерланды видеть Украину в составе Евросоюза? Не думаю, чтобы большинство голландцев сейчас этого хотело. Думаю, они хотят видеть Евросоюз с 28 странами-членами, как это сейчас и есть. ЕС уже достаточно большой, и это само по себе создает очень много проблем. Думаю, это не имеет большой связи с самой Украиной. Думаю, это больше связано с тем, что у людей в Нидерландах нет доверия к Евросоюзу. И они не считают, что ЕС – это хорошо действующая организация. ЕС должен решить свои проблемы и стать более прозрачным и эффективным. Перед тем, как какая-нибудь страна захочет вступить в ЕС, эти проблемы должны быть решены. Думаю, это общее мнение. Значит, сначала реформы в ЕС, а потом приглашение Украины и, возможно, других стран. Я не знаю. Есть же другие страны, которые уже ждут в очереди и либо уже вступают, либо готовятся к этому процессу. Это, например, Сербия, Черногория, Исландия. Почему голландцы проголосовали против Украины? Я серьезно не знаю. Я на самом деле ничего про это не знаю. Я не голосовал из-за отсутствия информации на данную тему. Должна ли Украина стать членом ЕС? По моему мнению, они могут стать членом ЕС. Почему бы нет? Они же в Европе. Они уже готовы к вступлению в ЕС? Вот и поэтому я и не голосовал. Я вообще многого об этом не знаю. А вы слышали, что в Украине война? Война на Донбассе. Слышали? Нет, не слышал. Серьезно, не знаю. Я не слежу за новостями. Голосовали ли вы на референдуме? Нет, я не голосовала. Почему? Потому что у меня нет времени на такое, и не думаю, что это очень важно. Думаете ли вы, что Украина должна стать членом Евросоюза? У меня нет мнения на эту тему. Я не знаю. Я не слежу за политикой. А вы считаете, что Украина это европейская демократическая страна? Нет, но Турция тоже таковой не является. Думаете ли вы, что в плане культуры украинцы и голландцы такие же, или они отличаются от голландцев? Нет, украинцы отличаются от нас, отличаются образом жизни, их дома отличаются от наших, и способ мышления отличается от нашего.
Yes. Хорошо, так вы думаете, что украинцы это 100% европейцы или нет? Нет. Нет. Я думаю, что многие люди боятся, что Евросоюз станет слишком большим, и они считают, что расширение Евросоюза это не в их интересах, и поэтому они проголосовали против. That the Dutch interest will be, it's not in the interest of the Dutch people that the European Union will be greater, and that's why they voted no. Думаете ли вы, что Украина это демократическая европейская страна? Украина это не демократическая страна. Она учится такой быть, но перед ней еще долгая дорога. Голосовали ли вы на референдуме? Да, мы голосовали. За или против? За. Думаете ли вы, что Украина должна быть в ЕС? Частью ЕС? Конечно, да, иначе бы мы не голосовали за. Думаете ли вы, что Украина готова к вступлению в ЕС? Не думаю. Я тоже не думаю, что она готова. Так какие проблемы в Украине? Думаем, что в вашей стране много проблем с коррупцией. Ваша страна не является полностью демократической страной. Она недостаточно прозрачная. Думаете ли вы, что Украина сделала что-нибудь для улучшения демократических стандартов после революции на Майдане? Слышали ли вы что-нибудь об этом? Не так уж много. Мы не уверены. Мы надеемся на то, что у вас будет такая хорошая демократия, как у нас. И поэтому я голосовала за на референдуме. Это первый шаг на пути к улучшению ситуации экономики и стандартов. Но мы этого не замечаем, мы об этом не слышим. Я не знаю точно, но мне сказали, но мне кажется, что они что-то делают, но недостаточно. А знаете ли вы, что в Украине идет война? Да, знаем. А знаете ли вы, кто там воюет? Да, там воюют прозападные силы против пророссийских сил. Почему голландцы проголосовали против Украины? Так случилось, потому что Украиной правит коррумпированный режим. Это главная, основная причина. Думаете ли вы, что у Украины есть другие проблемы, кроме коррупции? Думаю, что там в правительстве есть фашисты, и я не хотел бы сотрудничать с такого рода людьми. Вы голосовали на референдуме? Я голосовал против этого соглашения. А верите ли вы в то, что Порошенко ведет борьбу с коррупцией? Нет, не верю, он же сам коррумпированный. А Украина — это Европа? Она более азиатская, чем европейская. Это, конечно, не проблема, но она не совсем европейская.